планета полна чудес. И даже спустя 10 лет путешествий мы находим неизведанные, неожиданные, необычные чудеса. Ой, потрясающий вид. Но ведь вид сумасшедший. Это по-настоящему, это все реально. Путешествуйте, это того стоит. Пришло время с ними познакомиться. Это «Орел и Решка. Чудеса света», 4-й сезон. Ой, да перестань. Перестань, говорю. О, это ты? Узнал? Конечно, узнал. Премиальный мир с картой MasterCard не забудешь. Добро пожаловать в реальный. А за премиальный пошли монетку бросать. Пошли. Так, а ты почему до сих пор не записалась на мои курсы паркура? Потому что ты лузер. Ты видишь, что у тебя получилось? Объективно. Всем привет! Это «Орел и Решка. Чудеса света». И мы в Бразилии! Я, кстати, ни разу не была тут, а ты? Я был, но никогда не знал об этом чуде. Белая пустыня. Да, давай уже узнаем, кто будет наслаждаться дюнами, а у кого денежки утекут, как песок сквозь пальцы. О, выпускница мастерской пафосных сравнений. Давай. Орел. Решка. Поехали. Обригаду, рабыня Изаура. Антош, ну ты помнишь, что в прошлый раз я тебе дала карту? Конечно. Спасибо. Пожалуйста. Ну ты паразит, а? Да. Недалеко от экватора. На северном побережье Бразилии Есть необычная пустыня. она белоснежна, Полна воды. В ней живут люди. и ее запросто можно принять за мираж. Ой, не знаю, кто тут что говорил про пустыни, но пустырь тут явный. Дело в том, что белая пустыня – чудо не распиаренное. Посмотреть на нее приезжают сами бразильцы на своих авто. А нормальный аэропорт для туристов издалека здесь только начинают строить. Пока ни зон регистрации пассажиров, ни магазинчиков. Так, обменника тут явно нет, автобуса тоже. Короче, придется мне идти до города пешком и уже там менять деньги. Город, который находится прямо рядышком с нашим чудом, Барериньяс. Он в 2 километрах от аэропорта. Выдержки моей на такую дистанцию хватит. Надеюсь. А я решил далеко от аэропорта пока не отходить. Тем более, что с ходьбой у меня сейчас так себе. И в придачу мне пришла чудная мысль в голову. Белая пустыня – чудо не маленькое, и самый эффективный, быстрый и дорогой способ ее увидеть – полетать над дюнами. Моя птичка. Маленькая, но очень шустрая и маневренная. Полет на такой обойдется в $330 за полчаса. Привет. Привет, как ты? Чудесно, спасибо. Я готов к полету. Полетаем? Давай. Тогда погнали. Мы говорим скорость, подразумеваем. Антон, let's go. О, класс. Оп. Фу. Вперед.
Поорем с высоты. А дверь? Where is the door? Дверь? Ну да, дверь. А нет двери. Подстава. Кажется, развлечение становится еще интереснее. Тут нет двери, чтобы было лучше видно. Фух. Одна нога, 0 дверей. Надеюсь, в таком же составе и прибудем обратно. И да, в связи с этим нюанс. Держи свой ремень все время затянутым. Такое смелое решение для того, чтобы турист испытал как можно больше эмоций, сделал лучшие снимки и вообще был к чуду как можно ближе. Погнали. Let's go. Хо-хо. Прикольно. Ты готов? Да? Прекрасно. Барерингес – провинциальный небольшой городишко, но очень симпатичный и колоритный. Здесь живет всего 55 тысяч человек, зато каких приветливых. Именно из Барерингеса стартует больше всего туров к нашему чуду – Белой пустыне. Вот только обменника я пока так и не встретила. Надеюсь, в турагентстве возьмут мои доллары. Olá. Olá, boa tarde. Boa tarde. I need to go to the Lençóis Maranhenses. Passeio Lençóis Maranhenses. Yes, I want to go. Sim. But I have one problem. I have only $100 and I need your local money. Trocamos exchange. dólares. А вот и еще одно доказательство того, что иностранные туристы здесь явление непривычное. Vou abrir uma exceção para você. Я ничего не понимаю, просто I want to buy Lençóis Maranhenses. Can you take my money? 4,70 dólares. Тур мне обошелся 18 баксов. И еще около 5 я потеряла при конвертации. Ну а что делать? У меня выбора нет. Обменников здесь нигде нет. I need a bus. I need a car. Where I should go? Aguarda na praça, carro vai buscar você. Tu vai buscar você. Окей. Так, куда мне идти? Пойду направо. Это, конечно, красиво, но, если честно, страшновато. Когда понимаешь, что на все это хватило, а на дверь-то не хватило, и вся твоя жизнь держится на вот этом ремне, то становится, конечно, не по себе. Но каких-то пару минут и о страхе забываешь напрочь. Ведь мы уже парим над чудом Белой пустыни Бразилии. Интересно, что без дверей ты не только видишь, но и чувствуешь чудо света. Белая пустыня Бразилии, или же Lençóis Maranhenses, это 1500 квадратных километров белоснежной песчаной территории. Кстати, в переводе Lençóis Maranhenses это просто не штата Мараньян. Такое название это чудо получило из-за своего необычного рельефа. Из-за вот этих вот неровностей кажется, что это огромная помятая постель, которую кому-то было лень застелить.
Архитектором такого волнистого ландшафта стал ветер, который здесь никогда не утихает. Но самая главная прелесть этой пустыни — это десятки, сотни или даже тысячи лагун. Знаете, кажется, что в огромный песчаный океан добавили капельку обычного. И получилось чудо света. Все дело в дожде. Здесь льет 7 месяцев в году. Для сравнения, за 1 месяц в Линсойс-Мараньенсис выпадает столько осадков, сколько в Сахаре за 3 года. Вот такая нетипичная пустыня. Это действительно чудо света. Необъятное, большое, очень необычное, с белым песком и изощренное сотнями маленьких озер. Почему о нем никто не знает? Удалите с телефона 200 тысяч фотографий и бегите сюда. Здесь действительно круто. Так, ну чё, где тут моя тачка уже, а? Самый быстрый способ добраться до Линсойс-Мараньенсис из Барериньеса – это купить тур. Я взяла, конечно, самый бюджетный, на полдня. Он начинается с того, что тебя забирают машиной и везут к пустыне. Сейчас я вам покажу Линсойс-Мараньенсис. Hello! Вау, нормальный такой Шумахер. Вау, прям как красная дорожка. Так, ола. Линсойс-Мараньенсис, yes? Yeah. Алла, Линсойс-Мараньенсис. Алла, шеф, гоним. Путь к белой пустыне очень насыщенный и слегка уморительный. Сначала мы проезжаем Барериньес. После речной переправы на барже. Потом очередная автомобильная тряска по дремучим пескам. И несколько километров пешком по песчаным джунглям. Ну и, наконец, Я уже чувствую чудо света. Матушка! Офигеть! Слушайте, это по-настоящему, это все реально. Это как будто я попала на небеса, первая мысль на самом деле. Блин, класс! Просто потрясающее место. Белоснежные дюны, а посреди голубая бирюзовая лагуна. Это реально то место, где заканчивается реальность и начинается мечта. Я бы, конечно, мог и дальше передвигаться на самолете, но приземляться на песок, сами понимаете, неудобно. Пришлось перепрыгнуть на внедорожник с персональным гидом. Ола, Привет! Антонио Алекс Коста Санчес. Приятно познакомиться. Я Николас, лицензированный гид по Белой пустыне.
Здесь есть два типа гидов. Первые возят лишь к началу пустыни, а вторые могут получить специальное разрешение, чтобы покатать тебя прямо по пустыне. Такой у меня. И вот мы уже вовсю колесим по чуду света. Слушайте, ну, летать над дюнами, конечно, прикольно, но ездить по ним еще веселее. Откуда этот песок? В соседнем штате есть река, которая на протяжении многих лет вымывает кварц из материка. Потом океан приносит этот кварц сюда, ну а ветер разносит на 1500 гектаров. Вау! Песок путешествует больше, чем я. Песок путешествует с реки в океан, с океана сюда, а отсюда мне в глаз. Да, смешно. Такое вот трогательное чудо света. Ого! Слушайте, да он прям плотный. Я думал, у меня трость будет проваливаться туда и буду еле-еле ходить, а тут как будто бы идешь по асфальту. Но это не главное. Главное — это цвет. О. Это песок цвета выкуси Мальдивы. Белый, чистый, как будто бы вообще прозрачный. Обалдеть. А знаете, что еще интересное? Песок целый день находится под жарящим солнцем, и при этом он абсолютно не горячий. Все потому, что это кварц. Кварц пропускает солнечные лучи и не нагревается. Кто-то скажет, да он чертов гений. А я скромно отвечу, Википедия. Ой, Антоха, удивил. Рассказал, откуда в пустыне песок. То ли дело дюны. Итак, почему вода в этой пустыне не впитывается, не высыхает? А вот и ответ. Потому что под песком здесь лежит слой глины. Это и помогает воде задерживаться. Глубина некоторых лагун может достигать 3 метров. Поэтому Белая пустыня – это, наверное, единственная пустыня в мире, где можно утонуть. Ну или просто нырнуть, как я сейчас. Обалдеть. Не получилось изящно. Ой, блин. Ой, какая водичка. Тёплющая, как парное молочко. Реально чудо. Завернем в голубой лагуне. Налетался, накатался, исколесил пустыню вдоль и поперек. Пришло время подкрепиться. Думаете, в пустыне едят ящериц или змей? А у меня будут крабы. Да, крабы. Опа! Белая пустыня – нетипичная пустыня. Тут и вода имеется. И даже водятся крабы. Бригада, держи краба. Мне подали крабов под лаймово-овощным бульоном. Слушайте, ну, выглядит это аппетитно. Кажется, как будто бы крабов застали в момент ламбады и тут же и сварили. Включу сейчас немножко Василису. А как это есть? Вообще, в современном мире крабов едят с помощью специальных приборов.
щипцов, молоточков и тупых ножей. Но мы в провинции, и здесь свой этикет. Спасибо. Есть камень, есть палка. Чем-то похоже на филе белой рыбы, только еще чуточку нежнее. Но хочется больше мяса, это как-то несерьезно. Добывать мясо в крабе – это как добывать золото. Нужно постараться. Классное вкусное блюдо. Крабы из чуда света. Ну только мясо тут, вот совсем столечко. Хочу еще порций 5. Закажу 10. Обригадо. Ребята, я вас реально потеряла. Вау, как приятно. Потому что я оказалась реально одна среди пустыни. Ору: Дима, Дима, Игорь, Игорь. Даже немножко страшно было. Если вы подумали, что Белая пустыня – это безобидная песочница, то знайте, это совсем не так. Здесь есть свои правила. Правило первое. Приезжать только с гидом. Территория Белой пустыни огромная. В придачу тут нет указателей, а ветер такой сильный, что помощи не дозовешься. В дюнах нужно быть очень аккуратным. Не стоит сюда приезжать без гида. Однажды в пустыне потерялись 2 немецких туриста. Их искали целых 3 дня. Пришлось даже вызывать вертолет. Хорошо, что они выжили. Правило второе. Берегитесь солнца. Не выбирайтесь в пустыню в солнцепек и будьте как я, обязательно в шляпе и обмазаны солнцезащитным кремом. В пустыне днем очень жарко. Можно запросто получить солнечный удар. Поэтому большинство туров начинаются после обеда, когда солнце идет на спад. Правило третье. Не пейте из лагун. В такую жару нужно иметь с собой хороший запас воды. А если она закончилась, ни в коем случае не пейте стоячую воду из лагун. В ней размножаются бактерии. Что же делать? Есть способ добыть питьевую. Сейчас покажу. Вот, для начала нужно выкопать очень глубокую ямку, прям как в детстве. Транквило! О! Ой-ой-ой-ой! Really? И никаких бактерий. На вкус обычная вода, чистейшая. Ну-ка, я хочу, I wanna this again. Из твоих рук, Джорджи, я тебе уже доверяю. Ай, класс, кто бы мог подумать, да, что можно сделать вот такую дырку в песке и пить оттуда настоящую, нормальную, чистую воду. Вам-то, старикам, все и так понятно, а нам-то миллениалам, господи, я даже не могу это слово правильно сказать. Все в новинку, все интересненько и необычненько. Лучшее время в пустыне – закатное. Белые дюны в сочетании с белоснежными облаками и солнцем, которое красит все в нежные пастельные тона. Полный ум. Для сегодняшней ночи я нашел настоящий оазис посреди пустыни. Лучший отель в округе. La Ferme de Georges.
И в моем распоряжении самый дорогой номер стоимостью $375 в сутки. Мой номер называется Tree Lodge. Он расположен среди деревьев и сделан из натуральных материалов. И он лишен всяких вычурных заморочек и барских штучек. Быстренько управился. Классно. Знаете, вот это сочетание дерева, тканей и черепицы дает такой какой-то ламповый уютный эффект. Круто. Как где-то на даче. Слушайте, да прям круто. Я привык, что в дорогих номерах бывают панорамные окна. А тут панорамный номер. 3 стены практически стеклянные. Класс. Хоть я и дитя 21 века, но мне тут комфортно без телевизора и кондиционера. Вместо телевизора тут шикарный вид, проверю утром. А вместо кондиционера – инновация. Сквозило 12. Ну а если до сих пор жарко, Сквозило 12 Pro. Мой тур в пустыню на полдня закончился, и я вернулась в город, чтобы найти ночлег. Привет! Привет! Как дела? Все отлично. Мне нужна самая дешевая кровать. Все кровати заняты сейчас. Но у нас есть вариант. Оказалось, что сейчас в хостелах и отелях все жилье занято бразильцами, которые приехали посмотреть на дюны. Но в этом хостеле сдают еще и гамаки. О, супер. Время уже позднее, искать другие варианты не буду. Классный хостел. А самое главное, что все атрибуты, которые мне нужны, рядышком с моим гамачком. Буду спать под звуки природы. О чем еще можно мечтать? Настоящая романтика. Я понял, почему мне тут так здорово. Потому что это же огромный домик на дереве, о котором мы в детстве, все мальчишки, даже не могли мечтать. А тут я Тарзан. Покореженный, упавший с лианы, но Тарзан. Я в душ и спать. Так, душ вниз по лестнице, обратно. Не такой я и грязный. Спокойной ночи. Проснувшись с утра, я наконец-то смог рассмотреть, как выглядит мой отель. Помимо ресторана, сада и огорода, здесь еще есть прекрасный бассейн. Доброе утро. Когда в руки попадает безлимитная карта, сразу как-то увереннее себя чувствуешь. А все потому, что пару секунд бесконтактной оплаты. И все под контролем. Люблю решать любые вопросы с премиальной картой MasterCard. Красиво как. О, здрасте.
Слушайте, ну это, конечно, была просто ужасная ночь. У меня так затекла спина. Люди шумели, я замерзла. Ну, лодки с утра зажужжать просто достали. О, слышите? По-другому я, конечно, это представляла. Но зато настал новый день. Доброе утро! Белая пустыня не безжизненная. Прямо на ее территории живут люди. И мой гид предложил мне показать их деревню. На машине туда не доедешь, но выход есть. Квадроцикл. Быстро, прикольно и с ветерком. Костыль на зажигание. И погнали. Let's go! Манго небесная! Хочу, чтобы мне манго каждый день с утра на голову падала. С утра пораньше я решила отправиться на одно интересное производство, где можно познакомиться с главным продуктом Бразилии. И посмотрю, и позавтракаю. Sorry, man. Простите, а вы работаете здесь? Yeah? А это что? Mandioca. Ой, ребята, я сейчас вытащу маниоку! Вау! Маниока – это такой корнеплод, похожий на всем известную картошку. Какие гигантские клубни! Обалдеть, это какой-то картофельный монстр. Что важно, в сыром виде маниоку употреблять категорически нельзя. В ней содержится ядовитая синильная кислота. Съешь 400 грамм и откинешься. Поэтому, чтобы яд вышел, маниоку сначала чистят. Ох, как он быстро это делает. А потом на несколько дней замачивают в воде. После ее снова надо помыть. Фух, потом перемолоть. Вау, это же мясорубка! Теперь из вот этой муки нужно тщательно выжать воду. Немного эротических движений. Дальше просеять через сито и поставить сушиться на огонь. Честно говоря, я в шоке от такого количества процессов. А сколько времени нужно ее сушить? 4 часа. 4 часа? У меня нет столько времени. У меня уже есть высушенная. Бразильцы делают из маниоки лепешки, каши, но также говорят, что можно ее есть прямо так. Ну, во-первых, это очень жесткая мука. Можно, мне кажется, сломать зуб. Во-вторых, на вкус это похоже на хлеб. Только, знаете, такой диетический, прямо для девчонок. Не особо вкусно. Дорога до деревни на багги занимает где-то минут 40. Ну вот, парень, мы и приехали. Это деревня. Вот тут Да, тут начинается деревня. оазис посреди пустыни. Клочок земли, на котором люди умудрились построить дома. Всего в этой деревне живет 8 семей. Но даже у такого небольшого населения есть свой президент. Знакомьтесь, Олего. Не так часто жму руки президентам.
Мистер Президент, могу увидеть ваш дом и как вы живете? Стены в здешних домах из глины. Крыша из черепицы. И всюду полиэтилен, чтобы не затапливало во время дождей. Президентская почевальня маленькая. Тут стоит шкаф, двуспальная кровать для него и для первой леди, и гамак. Видимо, тут с ними тусуются дети. И все. Гостиная у президента простенькая, стен нет, крыша из пальмовых листьев и деревянных балок. Ну а в полноводный сезон, когда все здесь заливает водой, чтобы хоть как-то ходить, вот здесь залит фундамент. Продумано. А так бегают куры, лежат собаки, вон, попугаи на столе. Деревня. Рядом с гостиной кухня. Как раз попал на процесс готовки, тут уже что-то кипит. 2 таких каменных вулканчика. Что собираетесь готовить? Курочку. Вон бегает, вон варится, не отходя от кухни. Кроме птицы, жители пустыни кормят довольно большой сад. Здесь и маниок, и помидоры, и перец, и зелень. Ни одна из семей не ездит в город за продуктами. Все местного происхождения. Вот пусть бабушка теперь не жалуется и не говорит, что земля плохая, поэтому ничего не растет. Люди на песке тут все выращивают. Воду ребята также добывают сами, вырыв глубокие колодцы. Так что попить и помыться не проблема. А вот другое дельце как решить? Тут у нас унитаз, такой же, как в обычных квартирах. Я не очень понимаю, как это все подключается и куда уходит. Тут у нас циркулирует вода. Чистая идет туда, а сюда грязная. Она не смешивается, потому что мы используем песок как фильтр. Все очень глубоко уходит вниз, и там уже естественным путем разлагается. Все продумано. Они тут используют стихию под себя, и получается вот такая бездонная кладовая. И даже самая важная прелесть цивилизации здесь имеется. У вас есть электричество? Конечно. У нас прямо на крыше установлена солнечная батарея. Солнечные батареи? Свет, телевидение, все как надо. Рабыня Изаура, Кармелита. Я на этом рос. Казалось бы, не жизнь, а сказка. Но оказывается, не все так гладко. Ведь дюны постоянно в движении. И это, конечно же, сказывается на местной жизни. Раньше мы жили в другой местности. Туда пришел песок и все разрушил. Детскую школу и наши дома. Пришлось переезжать. И как часто вы переезжали? 1 раз 6 лет назад. Мой сын еще родился в том доме. И как это у вас происходило? Вы брали старый дом и переносили его? Нет, дюны все засыпали и разломали. Пришлось строить все с нуля. Но к этому месту мы долго присматривались. Ветер его всегда обходит стороной. Все равно интересно. Неужели нисколечко не хочется жизни в городе? Как же кафешки, кинотеатры, парки? У меня есть дом в городе, в котором я не появляюсь. Возможно, когда посидею, я переберусь в город. Но пока для меня это рай. Потому что здесь свобода, стихии, настоящая жизнь. Мы тут живем в свое удовольствие. У нас нет стресса, как у людей из города. Город — это совсем другая жизнь. Я понял, что еду и воду вы добываете сами. Но вот одежда, мотоцикл там у вас стоит, телевизор. За какие деньги? Как вы зарабатываете? Иногда мы продаем в городе кур и рыбу, чтобы купить одежду, например. Поговаривают, основной прибылью местных аборигенов являются вот эти ветряные мельницы. Ведь жителям деревни, компании, которые установили эти мельницы, платят по 2-3 тысячи долларов в месяц. Деньги из воздуха. Что ли, самому в пустыне поселиться?
Эй, ты! Да-да, я тебе говорю. Надоело, что деньги утекают как песок? Есть решение. Что ж, если ты уже собрался в Белую пустыню, запоминай. Ветряки у города Атинс. Вторая линия от океана у ветряка номер 19. Удачи! В Бразилии безумно жарко, и мне очень хочется охладить свое молодое тело. И я знаю, как решить эту проблемку. Hi, guys! Hi! Hi! I'm super and super! Ой, как прикольненько! Я чувствую уже себя уточкой в ванной. Есть в этих краях развлечения – тюбинг. Или же поплавушки по живописной реке на надувном круге. Солнце светит, птички поют, пальмы колышутся. Выглядит это, конечно, прикольно. Но если честно, через 15 минут начинает надоедать. Ну, это, знаете, такое, конечно, развлечение для самых ленивых пенсионеров. Смотри, я похожа на балерину. А сейчас будет балет «Лебединое озеро». Стоп! Сейчас будет сексуальная Василиска. Да блин! Ну все, меня это начинает бесить. Ну если по чесноку, тюбинг это такое себе развлечение, прям полный отстой. Но на самом деле фломастеры же на вкус и цвет разные. Может, кому-нибудь понравится. Пришло время заценить местные развлечения. Если приехал с безлимитной картой в кармане, то можешь увидеть не только воду и песок. Для меня тут организовали уникальное экстремальное развлечение. Вакейжада, выпускайте бычка! Не, подождите, попозже чуть-чуть. Вакейжада – местная игра с быком. Для нее готовят специальное поле, приводят десятки обученных быков и лошадей, а игроки надевают лучшие наряды. Чтобы победить, наездникам на лошадях нужно повалить быка между вот этих двух линий. Итак, старт первого забега. Пошел. О, ровно. Отбивная по-бразильски. О, это было, наверное, неприятно быку сейчас. Слушай, ну со стороны это выглядит, как будто бы два человека и две лошади решили устроить быку темную. Выяснилось, что игра эта достаточно жестокая. По этой причине несколько лет назад вакейжаду даже пытались запретить. Но несмотря на постановление Верховного суда Бразилии, такой традиционный спорт здесь любят наравне с футболом. Поэтому запрет отменили. Но почему же местные ее так любят? Ну ты зверюга. Зверь.
Раз в год в Бразилии проходит чемпионат, и можно выиграть нехилую сумму. Ой-ой-ой-ой, да. Он встать не может, боже мой. Бедные быки. Но это страшное развлечение. Жесткий ты тип. Сейчас вот всю эту отбивную устроили специально для меня, но в реальных соревнованиях, где участвуют 200 команд, понятно, почему они готовы калечить и себя, и быков, и лошадей, потому что на кону $10 тысяч. Но я бы на это второй раз смотреть не стал. Белая пустыня – это место, где забываешь, что ты на планете Земля. Это по-настоящему, это все реально. Здесь необычный песок, Это песок цвета выкуси Мальдивы. Необычная вода. Чистейшая вода. и даже еда. Какой-то картофельный монстр. Похоже на филе белой рыбы. И развлечения. Матушка! Ранее нами невиданные. Пошел, 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 пошел. Это ли не чудо? То место, где заканчивается реальность и начинается мечта. Ну, такой танец испоганила. Ну, привет. Привет! Как тебе чудо света, рассказывай? Ну, я понял, что в Бразилии настолько любят движение, что тут даже дюны постоянно куда-то движутся. Слушай, а я поняла, что у нас очень много общего с дюнами. Ага. Если нас правильно поливать, то Так. мы по-настоящему счастливы становимся. Сильно. Вычитала где-то? Нет. А ты знаешь, почему настолько идеальное чудо? Потому что над ним работали все 4 стихии. Вода, воздух, земля и огонь. Солнце ж постоянно светит. Ну правда ведь, А? оно же офигенное. Я надеюсь, что наше следующее чудо света будет не хуже. И мы по-прежнему будем в Бразилии. Пантанал, пока погуглите. Давай, скорее. Давай, едем. Ну сколько раз за выпуск ты неправильно сказал Ленсойс Мараньесенс? Ой, боже мой, даже не спрашивай, так стыдно, а. Да ладно, не стыдно.